Так, главная площадь города Хелмна, рыночная площадь. Город уже ратуша, город влюбленных потихоньку готовится, подготавливается. Такой красивый фонтан, подготавливается к празднику 14 февраля. Я сейчас бегу на автостанцию, чтобы поехать в город Торунь. Город Торунь известный тем, что там родился, жил и творил такой деятель, как Коперник, основоположник гелиоцентрической схемы построения мира, Вселенной. Вот, ну, в принципе, революционер. Второе — это музей пряников. Обожаю такие пряники, печенье. И польская Пизанская башня. Там есть интересная легенда, я вам попозже расскажу. Ну ладно, ребята, побежали. Боюсь опоздать. Ну что, друзья, я успел на автобус. Буквально секунда в секунду. Он пришел, долго не стоял, погрузились и уехали. Билет до Торуня стоит недорого, 10,80, это порядка $2,7. В принципе, это, ну, в данный момент это приемлемо. Ну все, тогда давайте встретимся уже в Торуне. Сейчас будем наслаждаться поездкой. Ну вот, друзья, мы уже в городе Торунь. Я попил кофе, приблизительно узнал, в какую сторону идти. Ага. Вот, значит, надо придерживаться вот этой башни. Это костел. Вот сказали, где-то в той стороне должен находиться и дом Коперника, и музей пряников. Ну и, естественно, там уже на месте разберусь, где Пизанская польская башня. Вот оно. Обожаю это чувство, когда первый раз в незнакомом городе ищешь что-то, не знаешь, где оно, знаешь, что есть точно, а где оно тебе неизвестно, и ты ищешь его, натыкаешься на что-то похожее, выясняется, это не то, ты опять идешь. Особенно мне нравится это чувство, когда ты едешь первый раз по маршруту на велосипеде. Ты вообще не представляешь, сколько туда ехать, как надо рассчитывать силы, а тебе надо еще вернуться и обратно. Вот, потому такое смешанное чувство, борьба с самим собой, постоянно хочется сдаться. Но ты понимаешь, что если ты сейчас сдашься, ты уже прошел часть маршрута, потратил часть сил. И если ты сейчас развернешься назад, поедешь, то ты просто даром потратишь усилия. Вот. И это чувство, в принципе, и сейчас присуще. Оно такое интересное, сладенькое, завораживающее. Меня всегда манили неизведанные дали. Сегодня не исключение. Идем дальше. Супер. Если бы не машины и не современные витрины магазинов, вот такое чувство, что вот сейчас где-то из-за угла
на большой скорости выскочит королевский эскорт на лошадях, рыцари на лошадях, и придется быстро ориентироваться в сторону или под стеночку, или под ноги лошадям. Супер, класс. Класс. Ну, в общем, друзья, мне повезло. Встретил наших украинцев здесь. Сейчас попытаюсь взять у них Маленькое интервью, да? небольшое интервью. Привет, мужики. Ну, поздороваться, да. Да. Вот наши украинцы. Часть, так. Ну, начнемо. Кого як звати? Миша. Миша. Артур. Так, а кто откуда? Буковель. Поодиночке, да. Буковель, да, Житомир, да. Чернівці. Чернівці, так. Житомир, да. Красиві города. Був тільки в Житомирі. А давно тут в Польщі вже? Я с 6 июня 16 года. Угу. Нормально, чувак. Я 14 листопада. 16 года. 16-го? Ну да, тут що, Новий год недавно був. Да. А чим ви займаєтесь тут? Що робите? Як? Ми працюємо на фірму Orange. Orange. Крута фірма. Светлова. Світлова. Интернет. Так. Проводимо інтернет в будівлі. Несете свет в дома. Туда, где надо. Просветляем, да. Посредством стекловолокна. Да, ну вам нравится вообще работа? Что заставило поехать в Польшу? Жизнь наша прекрасна. Українська жизнь. А ви як знайшли роботу в Польщі? Через фірму или через знайомих? Не, я, получается, у нас есть общий любимый друг Артем, и, получается, Мишка Рудей. Это они вместе когда-то в Польше работали. Мишка на Рудей? клубнике. Ага. На клубнике. Мишка там, и это он его потянул туда. Мы вместе работали на Универе в Жабе Воле. На складах Варшавой, 300 километров от Варшавы. Он туда поехал, а потом он мне позвонил, что есть место, и я кинул. То есть, получается, через знакомого? Да. Через Ну, знакомого? тільки реально, тільки через знайомих можна пробитися кудись, а так. Ну, то есть вы сразу уже через знакомого сразу на цю роботу. То есть ніде не шукали. Не, ну я приехал вообще через агентство сюда. Я был на складах сначала. А тут уже через знакомых, ну, 5-10, через 5 колено кто-то там. Есть место. Ну, через сарафанное радио. Ну, А я есть сразу место, через вот. сусіда. Есть место, понимаешь? Хороший сусід. Не, Серега, понимаешь, есть Хороший. место, платят столько-то за жилье, за это ты не платишь. Угу. Ну, когда ты работаешь, ты платишь за жилье, за свое питание и получаешь 8,07. Угу. Если ты норму пикинга не делаешь. Это на складах. А когда тебе говорят 10, по 10 часов ты работаешь в день,
питание на халяву, жилье на халяву. То что это его делает? Ну, то есть... Это кидать туда, это просто кидать и сразу Кидать, ехать. да, да. Конечно, это выгодно, Всё. более выгодно. А у вас сейчас получается какой график работы? 5 дней. 5 дней. 5 дней, Да. ну суббота, ну пока сейчас по Пла- субботам плавающая, работаем. да? По субботам пока работаем, а там 8 часов. меряем. 8 часов мы работаем, с 8 до 16. Да, да. Все, В час получается 10. 10 злотых. Жилье снимаете или Нет. вам предоставляют? Все фирма предоставляет. И питание, да? То есть, в принципе, супер, супер. На работу ездите за фирма тоже доставляет. Конечно. Не машина, Машина. на фирма, просто водитель машину заправляет, все фирма, все полностью. Прекрасно. Оранж. Все, что Даже вы крутая заработали. Мы едем, мы просто катаемся на этих машинах. За ремонт машины платит фирма. Отлично. Но отлично. за ремонт, если ты что-то сделал в машине, ты платишь А, сам. ну, это по-честному. Дальше, какие планы дальше? Оставаться здесь, работать или все-таки возвращаться домой? Нет, домой-то хочется. Домой? Родина дома. Да. Жена, Жо- жена, Ага, сын. сын. А Артур у тебя? Тоже жінка. І У цурка. него цурка. Цурка? О! Ще мало. Може якась були мислі о тому, щоб Переїхати сюди, типа? да, Є. родину перевести, Є. а є можливість. Ну, тобто, що для цього треба, ви вже знаєте. Ну, треба, Помышлення есть, помышлення, а треба чекати як 3 получится? роки. 3 роки треба працювати? Да. Тут. Так. И Без- поди- Не, как бы выезжаешь туда-обратно, чтобы у тебя как бы стаж шел туда. Угу. Потім ти вже подаєш на карту поляка Угу. через 3 роки. І тоді вже... Ну, У вот, них есть, есть карта часового побыта, это ну, карта побыта. по карте часового. часово. И есть карта сталого побыта. Сталого побыта дается от 5 до 10 лет. Угу. Ты, потом ты эту проходишь, эту карту, ну, как бы, у тебя если срок заканчивается, ты потом отказываешься от гражданства Украины, и ты становишься гражданином Польши. По суті, якщо так взяти, то хочеться жити на Україні, звичайно. Але Ну, з таким рівнем, як тут. Не, с их зарплатами. Диви, який Какой самокат. Да. Ще? Ну ладно, мужики, радий був зустріти. Ми так Давайте, счастливо. Ну, в общем, друзья, это был маленький кусочек города Торунь. Много не успел, но многое тоже получилось. Зато это будет еще один повод приехать в следующий раз, следующие выходные будут, надеюсь. Вот, так что, если понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Ну и до новых встреч. Я уже замерз и, в принципе, хочется уже домой. Всем пока.